Стою я в салоне, в туалете, и мне приходит мысль. В салоне красоты. Мне приходит мысль. Почему не я, владелец этого салона красоты? Пришло время, я могу вам рассказать, что у меня есть свой салон красоты. Я начинающий мастер. Это было лет 19 назад, как бы вспомнить. Я потом вам подробно в цифрах расскажу. Мой этап начинался с того, что я пришла первый раз на наращивание ногтей. И мне это так понравилось. Это действительно было классно. Работала я в компьютерном центре в Буденновском. Было скучно. Никакого развития, ни продвижения. А тут красота на ручках. Я думаю, надо попилить. Отложила я денежки на первое обучение. И тут я поняла, что я смогу работать. Конечно, не сразу, было трудно, непонимание. Но когда я поняла, когда я поставила цель даже, я вам скажу, что у меня будет когда-нибудь свой кабинет. Да, есть кабинет, и не один. Салон маленький. Возможно, маленький, вы потом оцените. Но это мое детище, которое я взрастила. Да? Я к этой цели шла, и я пришла. Я вам здесь подробно расскажу. Передам свой опыт. Девочки, это так круто. Вы понимаете, вы сначала пилите. Про начало опыта я вам расскажу, как его приобрести, контакт с людьми. Людей, конечно, любить надо. Про дальнейшие шаги. Но для начала опыт. Он, возможно, у вас будет короткий период, а возможно и длинный. Это интересный тоже этап. Но в итоге будет то, что вы захотели. Как я к этому шла? Отучилась я полгода сразу маникюру и педикюру. Мне это понравилось. Мой первый салон — это был салон бизнес-класса. То есть я подала объявление, резюме разместила. Тогда на работа.ру меня пригласили, потому что увидели мои работы, понравились. Но, естественно, мой первый клиент, мой страх, трясутся руки, что я сделаю не так. И время. Самое главное у меня время. Долго времени я отводила на первый свой маникюр. Сделала эстетично, все хорошо, чистенько, аккуратно, но долго. Естественно, это же запись. Вот. И было так, что директор салона красоты очень деликатно, мне понравился ее подход, я тогда взяла на заметку, очень деликатно сказала: Сашенька, делаешь ты, конечно, хорошо, не обижайся, но тебе надо начать с салона эконом-класса. Эконом-класс, я, наверное, думаю, может, многие мастера помнят, какой был эконом-класс. Но мне повезло, я устроилась в Люберцах, в новый салон. Цены были там эконом-класса, но он выглядел прекрасно, чистенько, аккуратненько, все там было. Цены были тоже для начала, для открытия эконом-класс. Естественно, люди пошли. Это новый микрорайон. Мне понравилось. Это контакт, это другие люди для начала, что приходит клиент, ему нравится, все здорово, мне это нравится. Я понимала, что будут люди, которым не понравится. Это, конечно, меня немного напрягало, но расслабляло только то, что у меня есть прекрасные клиенты. 2 года, наверное, я где-то так набиралась опыта, было интересно. Коллектив. Коллектив — это тоже отдельная тема, я тоже подробно вам расскажу. Естественно, женский коллектив — это серпентарий. Ну, как ни крути, да, ну, казалось бы. Опять же, все зависит лично от нас самих.
Пока мы работаем, у нас все хорошо. Стоит только отойти от работы, контакта с людьми, с сотрудниками, но он теряется. Но это, как говорится, нечего делать. Но, тем не менее, мое направление шло прямо, моя цель, я ее видела, я знала, что я хотела. Дальше я ушла и устроилась как раз-таки в прекрасный салон на Выхино. Было интересно. Это был большой, огромный коллектив, где было 3 администратора. Отдельные залы, женский, мужской, это, например, для стрижек. У меня был отдельный кабинет. Я умела тогда делать педикюр не аппаратный. Мне надо было как раз-таки вот про повышение квалификации. Это вообще отдельная тема, очень интересная. Всегда надо учиться. Это классно. Новый опыт, новая услуга или услуга уже улучшенная. Это классно. Я вам скажу еще самое интересное. Там был тоже новый хороший коллектив. У них был такой подход. Мы друг другу мастера, не конкуренты. Там все было так выстроено, что у каждого мастера всегда была работа. Это был 2008 год. Работая 2 через 2, я не знаю, что вам цифры из молодого сейчас поколения, вам эти цифры ни о чем не скажут, но я примерно попробую вам изложить. 2008 год. Мой супруг работает в государственном учреждении, он получает 8 тысяч рублей на минуточку, а у меня зарплата 30 тысяч рублей. Он работает 5 дней в неделю в полном рабочем дне. А я работаю 2 через 2. Я получаю тогда 30 тысяч рублей. Он 8. И я думаю, что разница была колоссальная. Я работала, я бы не сказала, что я прям упахивалась, но было тяжело, да, работа была. На чаевые. На чаевые мы тогда жили. От зарплаты до зарплаты это было вообще прекрасно. Ну так, мастера. Если вы смотрите это видео, наверняка вы находитесь на каком-то этапе развития своей деятельности в индустрии красоты. Напишите мне в комментариях, на каком этапе вы находитесь, какие у вас вопросы. Все остальное и подробно я вам расскажу в следующем разделе. Пока-пока, до встречи.